Давным-давно, после смерти Мануила Камнина, потихоньку начал назревать до того незаметный династический кризис. Андроник был человеком умным и, чувствуя опасную обстановку в среде знати, решил нанести удар первым. Он решил перестраховаться, что и сыграло с ним злую шутку. Он вспомнил еще про одного Исаака из рода ангелов, которого и велел арестовать. И на требование сдаться ангел ответил мечом и сбежал. В церкви Святой Софии он провел ночь. Там же, случаем прибившийся к толпе константинопольский патриарх короновал Исаака на царствие. Андроник лично сражался с преданной ему варяжской гвардией, но плебса было слишком много. Его казнили, хотя по сути это был самосуд. Правление первого ангела знаменовалось крупными мятежами. Первый крупный мятеж произошел в 1186 году, когда военный наместник Алексей Врана, воспользовавшись недовольством болгарской знати и простого люда, стал запрашивать у императора подкрепление для их подавления. За год до событий Врана разбил вторгшихся в страну сицилийских норманнов, поэтому авторитет и военные полномочия у наместника были весьма высоки. В итоге, собрав почти все имеющиеся военные силы Византийской империи, Алексей Врана внезапно развернул все войско и направился к Константинополю. Исаак II смекнул, что готовится осада столицы и очередной переворот. Вот так нежданчик, почесал затылок император Исаак II и позволил итальянскому полководцу уговорить воспользоваться услугами его воинов. С помощью итальянских наемников осаду с огромным трудом смогли снять, а император простил заговорщиков, частично спалив их греческим огнем, ибо нефиг восставать. Сам Алексей Врана погиб во время битвы за город. Казалось бы, триумф Исаака II налицо, а на деле большая часть византийской армии уничтожена, очередной преданный наместник поднял мятеж, а это означало только одно: основная ячейка византийской знати не стоит горой за нынешнего императора. Все это в сумме привело к ослаблению Византийской империи и без того еле стоящей на ногах. А это, в свою очередь, дало сигнал всем, кто хотел захватить власть и имел на это хоть какие-то шансы. Поэтому в том же 1186 году не успел Исаак II снять осаду с Константинополя, последовал мятеж лже-Алексея I по прозвищу Гумножог за его страсть палить крестьянские гумна, а не то, что некоторые подумали. При помощи иконийского султаната лже-Алексей I сумел занять некоторые города, добровольно перешедшие на его сторону, ибо не хотели страдать ерундой и губить своих людей непонятно за что. Но долго лже-Алексей продержаться не смог. Вел он себя настолько глупо и высокомерно, что был предательски убит, причем непонятно кем и чем. Согласно одной из версий, во время пира лже-Алексей I, будучи пьяным, был зарезан неизвестным священником. Практически тут же все войско новоиспеченного самозванца рассыпалось. Лже-Алексей II явился буквально сразу же спустя пару дней, аки птица Феникс, и даже сумел захватить пару городов. Но в итоге закончил так же плачевно, как и первый. Он был схвачен и казнен. Все в том же 1186 году восстал Феодор Манкафа, но его предприятие с самого начала не имело сногсшибательного успеха, поэтому он принял изгнание в иконийский султанат, где тайно начал вербовку верных ему людей. Ему это позволил один из претендентов на власть в надежде, что после захвата Византии получит верного союзника. Однако Исаак II Ангел банально подкупил султана и заточил в темнице мятежника Феодора. Как мы видим, Византия в то время реально представляла собой бомбу замедленного действия. Исааку II с горем пополам удалось предотвратить ее моментальный взрыв. Однако сам факт 4 идущих друг за другом мятежами говорит о том, что ситуация в государстве была напряженная. С 1186 года идет своеобразное затишье, и все это время за спиной императора постепенно зреет заговор. Вскрылось это совершенно внезапно, когда в 1195 году Исаак II пошел в поход против болгар. Прямо посреди поля он узнал, что знать объявила императором его брата Алексея. Исаака II Ангела схватили прямо на месте, ослепили и бросили в темницу. Алексей III Ангел, ослепив брата, показал, что не чурается аморальных поступков и ради власти готов пойти на многое. Он не имел признания в военном или политическом поприще, также он был подвержен чужому влиянию. Например, жены, которая из него веревки вила,
и даже на приеме послов заставляла выносить 2 трона, на одном из которых восседала сама, показывая, что она де-факто первый человек в государстве. Но, несмотря на это, как ни удивительно, за время своего правления Алексей III Ангел не применял пытки и казни, хотя противников у него было хоть отбавляй. Он был вежливым и добродушным человеком, готовым спокойно выслушать не только просьбы и предложения, но и критику. Если для царей великое и трудное дело не подрезать в уровень с другими выдающиеся из ряду колосья и не мстить жестоко своим обидчикам, то и в этом отношении нельзя не отдать чести Алексею. Он не выкалывал глаза для распространения тьмы, не обрезал ни рук, ни ног, как грозди с винограда, и не занимался мясничеством. В общем, весьма противоречивый персонаж в истории. И хотя Алексея III Ангела нельзя назвать ни чудовищным диктатором, ни деспотом, он все-таки не имел популярности ни у знати, ни в среде народа. Одним из самых неудачных предприятий была его налоговая политика. Алексей III ввел немецкий налог для выплаты Германии контрибуции. И это понятно, дело здесь не в том, что Византия вдруг решила помириться со Священной Римской империей, а банально в том, что проблемы с болгарами, сербами и ослабление союзов с Венгрией требовало от нового императора решительных действий в избавлении от старых врагов. И одним из способов избавиться от предыдущих проблем было, разумеется, примирение сторон. Таким образом, Алексей III пошел на поводу у Священной Римской империи, которая была крайне недовольна тем, что ее император погиб во время пересечения территории Византийской империи. Мы ведь помним, что предыдущий император Фридрих Утопленник Барбаросса утонул как раз из-за того, что византийцы не смогли наладить нормальную инфраструктуру и не предоставили приличного прохода для войск крестоносцев. Вот и теперь новый император Священной Римской империи Генрих VI Германский тоже ничего не забыл и требовал компенсации. Немецкий налог требовал отдать все церковное золото, чему воспротивилось духовенство. Тогда Алексей придумал гениальный план. Он ограбил могилы своих предшественников, что не добавило ему популярности. Но и тут произошел весьма неприятный казус. Генрих VI Германский умер, и все золото, которое ему было обещано, так и осталось в императорской казне. Алексей III продолжал тупить и дальше. Знаменитая правительница грузинского царства Тамара была родственницей Комнинов и приняла выживших детей Андроника Комнина, что осложнило отношения с ангелами, которые в свою очередь оказывали помощь ее бывшему мужу, Юрию Андреевичу Новгородскому. Царица Тамара занималась благотворительностью и слала дары во все монастыри Византии, попутно шпионя и получая информацию о происходящем в государстве. Но, как мы помним, Алексей III изъял практически все золото из храмов и церквей, и под эти богатства попали, разумеется, и дары грузинской царицы. Таким образом, грузинское царство получило повод к войне и завоевало часть территории Византии, посадив детей Андроника Комнина на царство в Трапезунде, сделав одного из них императором Трапезундской империи, положив начало династии великих Комнинов, чему наверняка с того света был несказанно рад Андроник Комнин. Местная аристократия была только рада, ведь до этого доступа в правительство у них не было, а все налоги утекали в столицу, а тут вся власть и только им. Болгарское царство тем временем ухнуло в пучину междоусобиц. Алексей III сглупил и тут. Он поначалу спасовал и после начала боевых действий был чрезвычайно нерешительным, но и у болгар все складывалось наисквернейшим образом, так что был заключен мир, в результате которого часть городов вернулась византийцам, а оставшиеся земли приняли католичество. Император Алексей III попытался наладить отношения и с Сербией при помощи брака, но правитель Сербии, с дочерью которой был заключен брак, вскоре ушел в монахи, а дочь вернулась в столицу. По большому счету брак стал фиктивным и не привел к возникновению союза. Наконец явился лже-Алексей III. Поддержку новый самозванец искал уже в Персии. Как иконийский султан, сатрап Персии тоже не верил в происхождение императора, но решил воспользоваться ситуацией, чтобы ослабить Византийскую империю. Города подверглись нападениям, императорские военачальники терпели поражение за поражением. Сам император Алексей III, задолбавшись убивать этого Алексея Маклауда из клана Бессмертных, прибыл с войском и начал вести переговоры с персами, но те требовали за нейтралитет слишком высокую цену, и переговоры провалились.
Император Алексей, ничего не добившись, вернулся в столицу. Его военный наместник тоже ничего не смог сделать с самозванцем, который набирал силу, захватывал все новые города, увеличивал свои войска и готовился к походу на Константинополь. И внезапная развязочка. Лже-Алексей III был предательски убит. Иначе неизвестно, чем бы все закончилось. Рассказывал бы я, наверное, только о 2 императорах-ангелах, к примеру. Маленький спойлер. Других уже Алексеев больше не будет. Видать, некроманта тоже грохнули. В Константинополе также творился беспредел. Начальник тюрьмы по ночам выпускал воров и на утро получал часть их добычи. А кому легко живется в такие времена? Горожан это, мягко говоря, не радовало, и они восстали, разрушили тюрьму, обратно вернув награбленное. Только ввод войск в город помог закончить бунт. Впрочем, обошлось без кровопролития. То, что страна трещала по швам, чувствовалось с первых лет правления Исаака II Ангела. Настолько его власть не имела серьезной поддержки, что самый необоснованный мятеж имел какой-никакой успех, просто фактом выступления против императора. Неспроста самозванцы и предатели, что в период правления Исаака II, что в период правления Алексея III, не встречали серьезного сопротивления на первых порах и с такой легкостью брали города, которые в основном добровольно открывали им свои ворота, не желая губить своих людей в бессмысленной борьбе за власть. Борьба за престол теперь сводилась буквально к драке между претендентами, действующим императором и их свиты за место в политике. Как водится, долго так продолжаться не могло. Вскоре должен был произойти коренной перелом.